Необычные хорроры, высокобюджетная фантастика, напряженный триллер и многое другое. Здравствуйте, мои славные киноманы, вы на канале Shadow Tavern. И сегодня у меня для вас 9 интересных новых фильмов, вышедших за последнее время. В сегодняшнем выпуске встретятся и неожиданные региональные проекты, и захватывающие блокбастеры. А еще я буду очень благодарен, если вы поддержите меня. Оставьте лайк, добавьте комментарий, подписывайтесь на канал или подпишитесь заново, если уже подписаны. Это поможет продвижению этого видео и решит проблему с уведомлениями, если они не приходят. Располагайтесь поудобнее, запасайтесь вкусняшками и чаем, и приятного просмотра. «Кингсман. Начало». Третий фильм франшизы и одновременно приквел к двум предыдущим. А еще обладатель моей личной премии за самую безумную и веселую клюкву в кино. Сюжет начинается в последний период англо-бурской войны, семейной трагедии, из-за которой граф Орландо Оксфорд дал клятву, что его сын не увидит больше войн, уносящих жизни. А затем действие фильма переносится на десяток лет вперед, прямо перед началом Первой мировой. Выясняется, что существует некое тайное сообщество, которое стоит за заговорами и манипулирует правителями стран. И теперь очень маленькая организация, созданная графом, должна выяснить, кто эти люди и почему они это делают. Очевидно, что тот, кто создал фильм, действительно знает мировую историю, но фильм, естественно, и не пытается быть точным. Это развлекательное кино, которое историю пытается переинтерпретировать, переиначить, будто это некая альтернативная вселенная, как в фильмах Marvel. Настоящего злодея мы знаем почти сразу, грязь и пошлость предыдущих фильмов сильно смягчены, динамики тоже стало чуть меньше, но зато она прекрасно вписывается в сеттинг и выглядит уместнее. Трудно сказать, что новая часть лучше предыдущих, но мне она понравилась. Отличное развлекательное кино для поклонников франшизы. «Охота на волка». Достойный фильм о нелегкой жизни в лесах Северной Америки, где маленькая семья из 3 человек пытается выжить за счет продажи меха и шкур. Пока однажды они не понимают, что на свою территорию, на которой сейчас живут они, вернулся огромный и безумно свирепый волк. Это фильм с непредсказуемыми поворотами, тяжелым выбором персонажей и довольно неожиданным финалом. Нередко на экране видно обилие красной краски, но слишком жестокой охота на волка не становится. Вместо шокирующих графических моментов лента берет свою темной, зловещей атмосферой, которая легко передает зрителю чувство тревоги. Этому способствует операторская работа и звуковое оформление. Вы прямо-таки чувствуете, что находитесь в центре происходящего. А еще не знаю, как вы, а я совершенно не узнал Девона Саву, которого помнил по роли в «Пункте назначения», и тем более не ожидал от него такой актерской игры. «Охотники за привидениями. Наследники». Сюжет фильма следует уже за внуками охотника за привидениями Игана Спенглера и их родителями. Переехав в полуразрушенный фермерский дом в Оклахоме, они находят оборудование деда, узнают о наследии семьи и о сверхъестественных явлениях. Им предстоит разгадать семейные тайны, возродить охотников и справиться с новой паранормальной угрозой. Следует признать, что у этого фильма действительно хорошая атмосфера и темп. Он не кажется слишком медленным или затянутым. И в отличие от версии 2015 года, он уже не столь нацелен на попытки вызвать смех нелепыми шутками, хотя серьезно его воспринимать тоже не получается. Для того, чтобы оценить его по достоинству, я бы рекомендовал пересмотреть оригинальный фильм. Дело в том, что в «Наследниках» очень много моментов сосредоточено именно на чувстве ностальгии. Он не игнорирует оригинальные ленты, а наоборот пытается скопировать тон и, скажем так, быть на той же волне. Вместе с тем, новая часть чуть меняет фокус и жанр с комедии о сверхъестественном на комедию, соединенном с подростковой драмой о взрослении, чтобы, с одной стороны, юная аудитория собралась на знакомые по новым популярным сериалам лица, а старшая вернулась к франшизе за чувством ностальгии. «В сердце пустоши». 19 век. Семью, живущую на удаленной ферме, преследует неведомое зло, которое питается их страхом. На самом деле в этом фильме не так много элементов ужасов, жанром он больше похож на триллер. Но в последнее время стало совершенно нормальным, что фильмы, которые нам рекламируют как ужасы, в конечном итоге оказываются чем-то совершенно другим. Вот и «В сердце пустоши» хоть и не хоррор, но может порадовать нас саспенсом и гнетущей атмосферой. Он тревожный и технически выполнен хорошо, вполне способен нагнать жути. В то же время я не могу отрицать, что по сути это еще одна калька с «Оно приходит ночью». Такой фильм довольно легко скопировать, нужно только подобрать правильную атмосферу и хороший актерский состав. Этот проект полностью испанский, поэтому в нем основное внимание уделяется характеру маленького мальчика, и зло, само собой, целью выбирает именно его. Актерская игра в норме, постановка тоже, хотя, на мой взгляд, добавить сюда парочку скримеров, чуть расширить историю, а в идеале бы накинуть бюджет и дать больше времени на подготовку сценария, чем обычно дает Netflix своим проектам, и фильм оказался бы на несколько уровней выше. Выхода нет.
В центре сюжета лечащаяся от зависимости студентка Дарби. Узнав, что ее мама попадает в больницу, она сбегает из реабилитационного центра, но вместе с 4 другими незнакомцами из-за разбушевавшейся метели оказывается заперта в центре для посетителей. К тому же скоро она обнаруживает, что в одной из машин находится похищенная девушка. Выхода нет — один из тех многих детективов, или в данном случае триллеров, когда в изолированном пространстве оказываются обычные люди и преступник, и доверять никому нельзя. Дарби намерена спасти девушку и при этом сама не стать жертвой. Но вот получится ли это у нее? Сразу замечу, что детектива здесь ждать точно не стоит, но в целом это вполне честный и хороший для стримингового сервиса триллер, который вряд ли шокирует сюжетными поворотами или удивит актерской игрой, но способен на вечер увлечь поклонников жанра. Чори. Фильм начинается с того, что беременная женщина убегает от невидимой злой силы, которая преследует ее. Однако сверхъестественное существо вскоре настигает ее и заставляет нанести себе удар прямо по еще нерожденному ребенку. Затем сюжет переносит нас на годы вперед. Молодая пара отправляется в отдаленную деревню, чтобы спастись от мстительных кредиторов. Они селятся в ветхом доме посреди густого поля сахарного тростника, принадлежащего пожилой паре. Поначалу кажется, что в тихой деревне все хорошо, но вскоре начинают всплывать темные секреты семьи, сдавшей им дом, и все яснее становится влияние неизвестных им сил. Весь фокус в том, что сейчас я рассказал вам синопсис не Чори, а фильма 2017 года «Лапа Чапи». Тем не менее, Чори его повторяет почти покадрово. Точно, индийский кинематограф переснял для западной аудитории свой же фильм, снизив количество хоррор-сцен, заменив некоторые оригинальные новыми и добавив 2 элемента социальной повестки, которые очень важны в их стране и которые оценят иностранцы. И поверьте, для Индии они действительно важны. Это позиция против многочисленных и порой жестоких суеверий местных жителей и преступлений, связанных с гендером. Многие сцены могут показаться предсказуемыми и частично заимствованными у Голливуда, но и влияние индийского кинематографа очень заметно. В общем, довольно хороший фильм ужасов с достойной концовкой и посылом. Французский вестник, приложение к газете Liberty, Kansas Evening Sun. Уэс Андерсон снял много фильмов, которые люди полюбили, и очень много фильмов, которые люди не поняли и раскритиковали. И, на мой взгляд, французский вестник из тех фильмов, которые не оценит большинство зрителей, но при этом которые понравятся фанатам Андерсона. Да я и сам себя бы отнес скорее к первым. Отель Гранд Будапешт подарил мне 1,5 часа эстетического наслаждения и прекрасной истории. А вот французский вестник показался уже странноватым. Фильм разбит на несколько историй, связанных между собой одним и тем же рассказчиком. Все истории сюрреалистичны и необычно поданы. Но, как и в других лентах режиссера, операторская работа и декорации, и необычный странный вид фильма завораживают. И, пожалуй, это чуть ли не главная причина этот фильм посмотреть. Трагедия Макбета. Отличившись на поле боя во славу Шотландии, лорды встречают 3 ведьм, которые предсказывают, что первый станет королем, а второй — предком королевской династии. Вскоре Макбет получает в свое распоряжение земли, начинает задумываться о престоле и, следуя советам чистолюбивой жены, готовит покушение на остановившегося в его замке короля. Макбет с судьбами его персонажей, пророчествами, призраками и ведьмами явно является одним из предков того, что сейчас мы смело зовем фэнтези. И, пожалуй, это действительно так. Версия Коэна имеет не очень много общего с пьесой Шекспира, в основном оставляя и используя предпосылки. Да и увидеть в главных ролях Дензела Вашингтона, Фрэнсис Макдорманд и Брэндона Глисона довольно необычно. Но глупо отрицать, что Вашингтон прекрасно сыграл Макбета. Фильм Коэна отлично передает жуткую извращенную эстетику напряженной мистической истории. Фоны простые, периодически даже можно заметить стилизованную анимацию, напоминающую классические адаптации. Даже если вам покажется, что актеры не подходят на эти роли или вы далеки от Шекспира, на мой взгляд, кинематографические решения и техническая часть этого фильма просто превосходны, и хотя бы ради них на него стоит обратить внимание. Обитель зла Ракун-Сити. Добро пожаловать в Ракун-Сити 98 года. Корпорация Umbrella прекращает здесь свою работу, а перевозя оборудование и сотрудников, фактически сливает вирус в городскую воду, заражая всех местных жителей. В это же время Клэр Редфилд возвращается в город, чтобы предупредить своего брата Криса о возможной опасности. Новый Обитель зла — это фильм ужасов о зомби, основанный на популярной франшизе видеоигр, а конкретнее на первых частях, смело смешанных вместе. Динамика присутствует, зомби тоже, а в качестве пасхалок создатели фильма постарались покадрово воссоздать некоторые культовые сцены. Таким образом, фанаты игр могут с удовольствием тыкать пальцем в экран в приступах накатившей ностальгии, а все, кто окажется рядом, с непониманием на них смотреть. И на самом деле первая половина фильма, которая полагается на элементы хоррора, вполне удачна. Тем не менее, тон всего фильма задает именно вторая часть, чистый и довольно бессмысленный экшен, убивший рейтинг новинки. И все же, фильм неплох. На мой взгляд, уж точно получше последних частей от Пола Андерсона, хотя есть очень многое, над чем стоит поработать, прежде чем писать сценарий к сиквелу.
На этом у меня сегодня все. Спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, то не стесняйтесь делиться ссылкой на него со своими друзьями, подписываться на канал и жать на кнопки под плеером. И до встречи в следующем выпуске. Пока.